Subaru Forester долгое время считался одним из лучших в сегменте компактных кроссоверов благодаря надежности и внедорожным качествам. Однако изменения на рынке выявили слабое место модели – устаревшую силовую установку. Пока конкуренты, такие как Honda CR-V и Toyota RAV4, активно развивали гибридные версии, Forester оставался в стороне. Теперь Subaru готова наверстать упущенное, представив сразу две интересные модификации. Первая – это гибрид, который компания давно обещала. Он оснащается параллельной бензоэлектрической установкой с запасом хода более 900 км на одном баке. Кроме того, компания представила бензиновый Forester с 2,5-литровым двигателем в версии Wilderness, ориентированной на внедорожные характеристики. Эта модель получила улучшенный силовой агрегат, модернизированную подвеску, увеличенный клиренс и защитный пластиковый обвес в нижней части кузова, что делает его более подготовленным к трудным условиям. Давайте подробнее рассмотрим две комплектации шестого поколения Subaru Forester. Новый Forester гибрид использует систему с двигателем Boxer объемом 2,5 литра, работающим по циклу Аткинсона, Миллера. Бензиновый двигатель развивает 162 сил и 209 ньютон-метра, а в составе гибридной системы электродвигатель, который выдает 118 сил и 270 ньютон-метра. В системе также присутствует стартер-генератор и бесступенчатая трансмиссия линия Tronic. Трансмиссия была перенастроена для улучшения поведения автомобиля на низких скоростях вне дорог, обеспечивая более уверенное движение. Subaru указывает общую мощность системы 194 лошадиных сил. Если все это звучит знакомо, то это та же силовая установка, которая используется в Crosstrek гибрид, представленного в октябре 2024 года. Автомобиль оснащен небольшой литий-ионной батареей, емкость которой в компании не раскрыли, но у Crosstrek она составляет 1,1 кВт-часа без возможности зарядки от сети. Параллельная гибридная система позволяет работать в электрическом режиме, но из-за ограниченной емкости батареи продолжительность этого режима невелика. Разгон гибридного Subaru пока не раскрыт, однако новая силовая установка с мгновенно доступным крутящим моментом электродвигателя может существенно сократить время разгона от 0 до 100 км в час, которое у негибридной модели занимает почти 10 секунд. Компания заявляет, что расход топлива для нового Subaru Forester в городе составляет 6,7 литра, на трассе 6,9, а в смешанном цикле 6,7 литра на 100 километров. Это почти на 1,5 литра меньше по сравнению с негибридной моделью, но немного хуже, чем у гибридных конкурентов, таких как Honda CR-V с 2-литровым двигателем и полным приводом 6,4 литра на 100 километров и Toyota RAV4, расходующий 6 литров на 100 километров благодаря двигателю на 2,5 литра и 2 электродвигателям. RAV4 плагин гибрид немного дороже обычной версии, но его расход 6,2 литра, и он может проехать до 67 километров на электричестве. В свою очередь, Forester значительно экономичнее в городском цикле, с экономией до 40% по сравнению с обычной моделью и примерно на 25% экономичнее в смешанном цикле, согласно пресс-релиза компании. В идеальных условиях Forester способен преодолеть 935 километров на одном баке топлива. Subaru Forester гибрид компенсирует недостаток в экономичности за счет системы симметричного полного привода, которая обеспечивает постоянную передачу мощности на все 4 колеса, хотя и в разных объемах посредством гидравлической муфты в межосевом дифференциале. В отличие от систем полного привода от Toyota и Honda, которые функционируют преимущественно на переднем приводе и подключают задние колеса только при необходимости, система Subaru всегда активна. Это позволяет не только поддерживать отличные внедорожные характеристики, но и не жертвовать универсальностью в пользу улучшенной экономии топлива или городской динамики. Гибридная силовая установка Subaru Forester добавляет около 136 килограммов, что увеличивает общий вес автомобиля до 1723 килограммов. Габариты остаются прежними. Длина 4656 мм, ширина 1829, высота 1730. Дорожный просвет составляет 220 мм, что позволяет уверенно преодолевать небольшие препятствия и неровности. Внешние изменения минимальны.
Новые шильдики, эксклюзивный цвет кузова Daybreak Blue Pearl и возможность выбора черной крыши Crystal Black. Subaru Forester Wilderness отличается от обычного кроссовера неокрашенным обвесом, собственной радиаторной решеткой и бамперами, в передней встроены противотуманки. На крыше установлены усиленные рейлинги, способные выдержать нагрузку до 363 килограммов. У внедорожной версии усилена подвеска с новыми пружинами и амортизаторами, а дорожный просвет увеличен до 236 мм, что на 2 мм больше, чем у предыдущей версии. Также улучшены углы въезда и съезда. Угол въезда был увеличен до 23,5 градусов по сравнению с 19 градусами. Рампа улучшена до 21 по сравнению с 19,6 градусами. А углы съезда увеличены до 25,5 по сравнению с 24,6 градусами у предыдущей версии. Forester Wilderness оснащен внедорожными 17-дюймовыми шинами Yokohama Geolandar, что повышает сцепление на сложных участках. Практичным обновлением является охладитель трансмиссии, позволяющий буксировать до 1580 кг. Защита днища и буксировочные крюки обеспечивают дополнительную безопасность и упрощают вытаскивание автомобиля в случае необходимости. Двигатель Forester Wilderness взят от стандартной версии. Это оппозитный атмосферный на 2,5 литра, мощностью 180 сил и крутящим моментом 241 ньютон-метра. Он работает в паре с вариатором Lineatronic, в котором расширен рабочий диапазон передаточных отношений для лучшей эффективности. Кроме того, для модели Forester Wilderness были перенастроены внедорожные режимы системы X-Mode, включающие специализированные настройки для снега, грязи и глубокого снега и грязи, что улучшает проходимость в сложных условиях, как говорят представители компании. Глобальная платформа Subaru нового Forester Wilderness 2026 года была усовершенствована с повышением жесткости накручения на 10%. Это стало возможным благодаря новой внутренней раме с усиленными методами сварки и дополнительному структурному клею. Эти улучшения способствуют лучшим динамическим характеристикам, более плавному ходу и снижению шума в салоне. Внутри автомобиля используется водоотталкивающая обивка и акценты медного цвета. Стандартное оборудование включает мультимедийную систему с вертикальным планшетом 11,6-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения. Также доступна 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Салон гибридного Forester 2025 года практически не отличается от обычной версии. Он оснащен виртуальной приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и планшетом информационно-развлекательной системы на 11,6 дюйма. Грузовое пространство у гибридной версии немного меньше, на 53 литра. Однако оставшиеся 780 литров объема вполне достаточно для перевозки грузов. В стандартное оснащение входит комплекс водительских помощников iSight и система экстренной остановки. Эта система автоматически остановит автомобиль, включает аварийные огни и отправит запрос в экстренные службы, если водитель не реагирует на предупреждение. Subaru Forester Hybrid 2025 будет доступен весной, в то время как модель Wilderness с улучшенными внедорожными возможностями выйдет осенью как модель 2026 года. Subaru на американском рынке предложит гибридный Forester в 4 комплектациях. Базовый премиум за $36 415. Включает 18-дюймовые диски, систему iSight с улучшенной помощью водителю, обнаружение слепых зон, 12,3-дюймовую цифровую панель, электропривод задней двери, 11,6-дюймовую мультимедийную систему и двухрежимный X-Mode с контролем спуска. Комплектация Sport за $39 415. Добавляет 19-дюймовые диски с бронзовой отделкой, глянцевую решетку, акустическую систему Harman Kardon на 576 Вт с 11 динамиками, обивку StartTex и автоматическое торможение при движении задним ходом. Limited за $40 830. Предлагает дополнительное удобство.
мультимедийную систему Harman Kardon, автоматическое торможение при движении задним ходом, 8-позиционное электросиденье пассажира, подогрев руля и датчики дождя. Внешние хромированные и черные значки, обивка StartTex также в комплекте. Топовая комплектация Touring за $43 115 включает 19-дюймовые диски, 11 и 6-дюймовую мультимедийную систему с Harman Kardon, систему 360-градусного обзора, Driver Focus. Вентилируемые передние сиденья, подогрев задних сидений, интеллектуальное зеркало и кожаную обивку с вставками замши, а также двухцветные цвета кузова. Subaru Forester 2025 года предлагает гибридную версию и улучшенные внедорожные характеристики в версии Wilderness. Эти модели сочетают экономию топлива, функциональность и отличные внедорожные качества, обеспечивая универсальность и надежность для разных условий. Независимо от выбора, каждый из этих автомобилей предлагает уникальные характеристики, что делает их отличным вариантом для тех, кто ищет кроссовер с максимальной универсальностью и надежностью. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.